Всем привет! Вот такое необычное начало ролика. В общем, суть какая. Приехал манипулятор, выгрузил доски и выехать уже с участка на дорогу не смог. И водитель начал привлекать к себе внимание буксующими колесами, чтобы со стороны найти помощь. И тут ребята со стройки видят, что он буксует туда-сюда, и начали уже ему помогать. Дорогу почистят, потом толкнут взад-вперед. Но это ничего не помогало. Он также буксовал. Дальше кто-то из них вызвал КамАЗ. И интересно складывалась командная работа. Чтобы одновременно всем не устать, работали по двое. Одни машут лопатой, другие дают советы. И вот это ожидание КамАЗа, видно, расслабило всю команду. Даже водитель неохотно брался за лопату. Если я брался, то 5 раз махнет и также стоит со всеми, отдыхает. В ожидании КамАЗа. На какое-то время водитель даже потерял лопату. Он смотрел налево, направо. Но ему подсказали, что она там, где он ее оставил в последний раз. Ребята пока стояли, зря время не теряли, давали важные ценные советы. Но лучшим советом было снова толкать машину, потому что все уже начали замерзать. Здесь ребята видно, что подзамерзли, и чтобы как-то согреться, начали снова толкать машину. Водитель был благодарен за такую помощь, вышел и решил каждого обнять. Но ребята убежали. Вслед за КамАЗом приехала Камрюха. Водитель начал давать советы, как выехать, но ему быстро показали, где выезд. Что, буксует? В общем, там складывался такой экшен, что безучастным никто не оставался, даже оператор вышел на улицу. И если это был бы фильм, то зритель бы, наверное, догадывался, ну сейчас точно веревка порвется. Если вы до сих пор не начали бегать, потому что это скучно, посмотрите, как весело бежит этот парень на вечерней пробежке. Гай, ходи! Да ебать, Роб! Он ползком потянет заднюю часть. Да ну нахуй. Вот эти слова отчаяния говорят о том, что толкать все-таки придется. В общем, КамАЗ ничем не помог, на улице уже темнело, слышен был вой волков, организм испытывал стресс, и не каждый смог сохранить сухую одежду. Я в тапочках, блядь, у меня все кроссовки промокли.
Можно замкнуть, да? Все дымит, антифриза нет. Вот и печка перестала работать. Ну да, на аккумуляторе тоже все, да. И соответственно на стартере тоже все. Ну что, в дороге снова вытек антифриз. Так, вот, приехали. Красный Затон. Если кто смотрел предыдущий ролик, то это тот же Volkswagen Transporter, на котором мы встали на трассе, не доехали до заказа. Вот, вытек антифриз, вызвали эвакуатор в прошлый раз и оттащили его на станцию техобслуживания. Там Эдуард отдал денег, его отремонтировали, проехали мы 10 километров и снова вытек весь антифриз. Неприятно, что такое происходит после ремонта за деньги. Вау. Включилось. В общем, занимаемся подсветкой. Как я говорил, спа-салон. Скоро открытие. Нас уже торопят. Занимаемся подсветкой. Время 9 часов. Сегодня у нас в планах заработать 1020 на каждого. Скользкая крыша, шатающиеся леса привязаны проволокой, на улице минус 28. В общем, все как мы любим. Так, ну что, тогда летку давай здесь зафиксируем, да? И пока все. Ну что, добро пожаловать в спа-рай. Закончили мы подсветку фасада. Небольшие моменты надо еще будет доделать. Вот, но в целом на 95% работа выполнена. А это мы улучшаем электрику в одном из крупных ресторанов города Сыктывкара. После такого ремонта еда будет вкуснее, полезнее, клиентов будет все больше и больше. В общем, заменили линии, добавили автоматы, чтобы можно было включать нагревательные приборы и было тепло. Ретро-проводка в доме из бревна. Некоторые вещи делаем впервые. Например, здесь была необходимость соединить многожильный провод с одножильным. И прежде чем соединить их на опрессовку, концы многожильного провода пропаяли. Новая машинка. Та машинка в ремонте. Эдуарду друг дал автомобиль, как он сказал, на развитие бизнеса. Выезжаем. Электромонтаж в доме из бруса. Электропроводку сделали в металлорукаве в ПВХ изоляции. А это светильник на потолке в 4-комнатной квартире. Светильник был выполнен на заказ. Ну и здесь мы его монтируем на потолок. Центральная часть и отходящие светильнички вправо-влево. 31 декабря. Новогодний заказик. Один уже заказик я сделал. Сейчас идем на второй. Не работает духовой шкаф. А почему нет видосов? А потому что заказы. Сплошная работа. Выходные по воскресеньям. Вот один из заказиков. Вроде надо уже отдыхать. 31 декабря. И у меня было в этот день 2 заказа. И перед Новым годом людям надо готовить блюда на стол. А у них сломалась варочная поверхность. Тут стены, не знаю, текли как будто бы, или что тут было. Так, ну значит что, духовка работает, плита работала, но перестала работать. Здрасте. Скрутили
работала, а потом резко выбила. О! Дело-то получается не в проводке, а вот в этом... Ну, мне кажется, что это, конечно. В этой плите, да? Да. При включении плиты выбило автомат. Жильцы предположили, что неисправна сама плита. Нет, провод нормальный, сам кабель, да? Не, этот не коротит он. Первое, что нужно сделать, проверить саму линию. Отключаем кабель от варочной поверхности и включаем автомат питания. Если не выбивает, значит с линией все в порядке, нигде нет коротыша. Дальше уже подключаем к варочной поверхности. Автомат выбивало, когда кабель был подключен к плите. Сейчас кабель отключил от плиты. Попробуем, проверим, есть ли проблема в кабеле. Собрали. Что-то сюда. Ну, 220 сюда идет. В кабеле проблемы нету. Ага. Ни короткого замыкания в нем, ни обрыва. Ага. Нет, все нормально. Туда подключаем сейчас. Если будет выбивать, то проблема уже будет в самой плите, да. Так, подключил кабель духовки к варочной и включаем автомат. Что будет? Не выбил. Подготавливаю провод для пайки и соединения к самой вилке. Пропаиваю жилы перед тем, как соединять на клемнике. В общем, что было непонятно с плитой, после того, как я соединил, она заработала. Проверили все конфорки. Работа сделана. Третья вот это вырубаем. Четвертая. Вот это ближнее. Ну что, заказик закончен. Время 2 часа дня. Сегодня 31 декабря. Смотрите, в год дракона, как раскрасили машину. Солнце как низко на севере в декабре днем. Вот, значит, получается 1500 там и 3000 здесь. Ну, из расходов 2 такси. Это 450, ну плюс проезд, в общем, рублей 600. Получается 3, 4 500, ну где-то 3 900, 3 800 за полдня перед Новым годом. Тариф, кстати, не новогодний получился. По новогоднему тарифу, наверное, это должно стоить в 3 раза дороже. Ну а что делать, нечего. Что дома сидеть 31 декабря, лучше какое-нибудь дело полезное сделать. Ну а вы чем там занимаетесь днем перед Новым годом? Радик, например, мне прислал видосик, где он на море. Сначала, говорит, я на объекте работал, а сейчас он на море. Вот так вот 31 декабря, ребят. Ножки в море мочу. Здорово ведь, прикольно, да? Смотрите, как классно. Опаньки. Ха-ха. Победа. Во. Волны плещутся, видос вставлю. Радик, это с кем там познакомились в Сочи. В 3 часа ночи сообщение приходит. У нас розетки искрят, вываливаются. Сегодня 1 января. Вот, в общем, договорились на вечер. Выехал. Сейчас посмотрим, что за ситуация. Сами контакты просто уже подгорели, видать, со временем там на выключателе. В общем, здесь ничего хитрого. Выключатель под замену и закрепил несколько розеток, которые вывалились из стены.
Ну что, хочу показать снова черного электрика, который, во-первых, скрутил вот здесь, делал скрутки в распредкоробке, оставил концы по 2 сантиметра. И этот кабель идет на водонагреватель, которому мощность которого 2 киловатта. И отсюда же кабель идет на стиралку. И все это на вот таких скрутках. Имя одного черного электрика в Сыктывкаре мы уже знаем. Это Андрей. Его работа фигурирует в прошлом видео. Имя этого черного электрика нам пока неизвестно. Но мы знаем одно. Эти черные электрики без работы электриков не оставят.